Здравствуйте! Мы начинаем с вами заключительный раздел нашего курса, посвященный индивидуально-психологическим особенностям человека. И вот он будет завершающим в нашем вот этом предмете психология. Я бы хотела здесь провести некоторую такую связь, да, между тем, как понимается индивидуальность человеческая в богословии, и как она понимается в науке дифференциальной психологии, которая вот уже 100 с небольшим лет, где-то 120 лет, существует как отдельная самостоятельная наука. Предметом, так сказать, этой науки являются индивидуальные различия психики, то есть душевной жизни индивидов и групп людей. И, в общем-то, как наука, она пытается понять природу, источники, последствия вот тех различий, которые мы наблюдаем, когда мы, в общем-то, вот видим вокруг себя столь разных людей. Кто-то грустный, кто-то веселый, кто-то смешливый, кто-то с чувством юмора, кто-то без. То есть вот люди все разные, и, безусловно, в жизни духовной и в жизни церковной, да, это разными способами проявляется, разными путями проявляется. И, в общем-то, действительно, в настоящее время мы с вами знаем, что вводится такой обязательный предмет в семинариях и духовных академиях. Он называется пасторская психиатрия. И здесь как раз речь идет о том, что священник и вообще, так сказать, церковные работники, да, которые постоянно имеют общение с людьми самых разных, так сказать, темпераментов, там, характеров и так далее, да, они, безусловно, очень нуждаются в том, чтобы ориентироваться вот в этом многообразии, потому что, в общем-то, и педагогика нам говорит об индивидуальном подходе, и вот эти всяческие пасторские, да, наставления, они также говорят о том, что очень важно вот как бы чувствовать, да, индивидуальность человека в его церковной жизни и действительно подходить к каждому человеку особо. И здесь вот как раз я бы хотела начать с того, что вот эта отрасль, да, изучающая человеческую индивидуальность, она действительно имеет тесные взаимосвязи с вот различиями душевной жизни людей. И здесь, наверное, можно обратиться как раз к такой вот святоотеческой традиции понимания человеческой души относительно того, откуда она происходит, и, так сказать, вот как объясняется вот это многообразие человеческих душ, да, многообразие наших душевных особенностей. Вот здесь мы можем обратиться к трудам протоиерея Григория Дьяченко, который специально рассматривал этот вопрос в своих трудах, опубликованных еще до революции. И он сформулировал, так сказать, 3 основные точки зрения на происхождение души. Вот он говорит, что одни мыслители допускали предсуществование душ, то есть души человеческие все существовали еще прежде всего мира и уже готовые посылаются в тела для покаяния в своих грехах. Такой точки зрения придерживались философ Платон, а также вот уже представители христианской эры, это Ориген, Синезий и другие. Вторая точка зрения, которая принималась Аристотелем и целым рядом мыслителей, опять же, христианской эры, да, это Иларий, Феодорит, святой Кирилл Александрийский, святой Иероним, они полагали, что души вновь творятся Богом по мере появления на свет людей. И третье, к коим принадлежат Тертуллиан, святой Григорий Низкий, святой Макарий Великий и другие, они утверждали, что обе субстанции, и душа, и тело, вместе и зачинаются, и совершенствуются. И, в общем-то, вот рассматривая эти 3 точки зрения, протоиерей Григорий Дьяченко, он приходит к выводу, что из них, конечно, церковно приемлемой является только третья. Почему? Потому что, ну вот, идея предсуществования души, переселения душ, да, которая может быть связана с этим теоретически, да, но вот идею предсуществования душ, конечно, церковь отвергла очень, так сказать, быстро, еще на ранних стадиях своего существования. Если говорить о второй точке зрения, то
В общем-то, вот мнение о том, что каждая душа творится заново, да, вот это мнение принять нельзя, потому что этим мнением не объясняется переход наследственной порчи от Адама на его потомков. При этом, в общем-то, вся вина наследственного бедствия людей начинает возлагаться на Творца, поскольку он каждый раз творит новую душу, а эта новая душа несет на себе последствия грехопадения. Вот. Также, так сказать, аргумент против вот этого второго мнения в том, что, в общем-то, действительно оно не соответствует идее о покое Творца, который закончил всякое новое создание. Так сказать, этому оно не соответствует. И, кроме того, оно не объясняет то, как вычеловечение Сына Божия как бы не было принятием одного только тела. Да? То есть здесь целый ряд богословских трудностей возникает, и невзирая на то, что целый ряд святых отцов придерживался такой точки зрения, тем не менее, в общем-то, она неприемлема. И вот третье мнение, то есть мнение о рождении души вместе с образованием телесного организма, действительно наилучшим образом объясняет вот все те проблемы, которые обсуждаются в богословии и в антропологии. Это переход порчи Адамовой к потомкам, это сходство детей с родителями даже и по душевным качествам. И также этим мнением подкрепляется мысль об общем начале всех людей. Вот. И при этом, в общем, не возлагается никакая вина на Бога. Да? Единственное, он как бы виновник нашей души по первоначальному благословению на деторождение. И им, так сказать, да, создается первый человек Адам. Интересно то, что здесь, вот в этих богословских рассуждениях уже подчеркивается связь души и тела, которая действительно является весьма важной для научной дифференциальной психологии. И здесь мы с вами можем вспомнить уже, в общем-то, нами разобранную модель Вильяма Штерна, модель конвергенции природного и социального начала в человеке, та модель, которая была для нас с вами важна вот в нашем таком возрастно-психологическом блоке. И здесь речь идет о том, что в течение человеческой жизни, да, конвергируется фактор наследственной одаренности, то есть как бы соединяется, да, и фактор средового опыта, и, соответственно, вот таким образом возникает, формируется, развивается наша индивидуальность, наша уникальная индивидуальность, поскольку каждый человек действительно обладает какими-то своими абсолютно уникальными свойствами, при всем том, что, конечно, каждый человек остается человеком, да, представителем нашего, так сказать, человеческого рода. Здесь, да, душевное и телесное очень тесно переплетаются между собой. Я хочу еще раз подчеркнуть, что в психологии действительно особо актуальной является обсуждение вот этой проблемы, которая пришла к нам из философии, проблема психофизическая, то есть соотношение души и тела, и проблема психофизиологическая, это как бы ее обновленное такое, так сказать, состояние этой проблемы, когда речь идет о том, что уже как бы физика, да, тела, она уже рассматривается в таких более тонких особенностях, связанных уже, так сказать, с физиологией, с биохимией и так далее, и так далее. И, в общем-то, это таинственное соединение тела и души, до сих пор не рассекреченное, и я думаю, что оно никогда не будет рассекречено. В общем-то, это тоже является как бы одним из таких аспектов, важных для понимания человеческой индивидуальности. Поскольку индивидуальными особенностями обладают и наши тела с точки зрения их физиологии, биофизики, биохимии и так далее, да, и наши, так сказать, душевные переживания, да, наша душа, наша душевная жизнь. И здесь как раз напоминаю, да, что в философии и в психологии эти
как бы факторы, да, которые у Вильяма Штерна названы наследственная одаренность и средовой опыт, они, в общем-то, именовались по-разному. Была, так сказать, такая философская диада природы и воспитания, затем биологическое и социальное, врожденное и приобретенное. И вот, наконец, в настоящее время действительно речь идет о том, что взаимодействуют между собой генотип и среда. Да? Генотип – это как бы то уникальное сочетание генов, которые получает каждый человек в момент зачатия, и среда окружающая каждого человека, начиная с микро, так сказать, системы вот этой семьи и, так сказать, вплоть до уже каких-то таких вот макро влияний средовых, связанных с идеологией государства, с культурой, да, так сказать, с какими-то обычаями и так далее, да, которые транслируются на самом деле через самые разные каналы. Это и всевозможные там средства массовой информации, и способы воспитания в обществе в целом, но в то же время они транслируются и через микросистему, через семью. И действительно вот таким образом возникает вот эта наша уникальная индивидуальность, которая, собственно, является предметом вот этой вот дифференциальной психологии и которую мы с вами сейчас попробуем рассмотреть. Я бы хотела предложить некоторую такую схему, которая описывает человеческую индивидуальность на 3 уровнях. В православной антропологии мы с вами знаем, что существует, в общем-то, как бы 2 основных таких подхода, да, дихотомический, трихотомический. Как раз вот душа и тело – это дихотомия, да, а как бы подразделение такое на телесное, душевное и духовное – это вот то, что касается трихотомического деления. И, в общем-то, очень, наверное, значимо, да, подчеркнуть, что вот современная наука, она, идя другими путями, совершенно вот не ориентируясь на религиозную антропологию, она, в общем-то, также приходит к тому, что в человеке можно выделить 3 уровня организации индивидуальности. Один из уровней можно назвать биологическим фундаментом личности, другими словами, это называется индивидные свойства человека. Значит, 2-й уровень, соотносимый с душевными качествами, можно назвать, опять же, таким научным языком, как предметно-содержательные свойства индивидуальности. Это вот то, что можно назвать, собственно, душевными свойствами. Да? И 3-й уровень только условно, так сказать, можно приравнять, приблизительно можно соотнести с духовным уровнем. Его, наверное, правильно обозначить ценностно-мировоззренческие свойства индивидуальности. И, в общем-то, понятно, что здесь как раз водораздел в понимании вот этого духовного и ценностно-мировоззренческого, он лежит в том, как понимается духовное. Да? Вот если духовное понимается как вера в существование духовного мира, со всеми вытекающими, так сказать, оттуда последствиями, да, то есть как бы вот мир духовный, да, как бы светлый, божественный, да, темный, демонический, да, и, соответственно, вот все, что связано с загробным существованием человека, да, с продолжением человеческой жизни в вечности уже после смерти тела. И вот если говорить о наполнении каждого из этих уровней вот некоторыми характеристиками индивидуальности, которые уже разрабатывались в научной дифференциальной психологии, то здесь можно сказать следующее, да, что среди индивидных свойств, то есть тех, которые наиболее близки именно к телесным нашим особенностям, выделяются так называемая функциональная асимметрия, которая ярче всего проявляется в правшестве, левшестве, но и в целом ряде других особенностей. Также здесь выделяется такое индивидное свойство, как пол или половой диморфизм, половой дипсихизм. И, наконец, здесь же в индивидных свойствах выделяется темперамент. Вот эти вот особенности нашего темперамента, о которых мы сегодня с вами обязательно будем говорить, поскольку они действительно оказывают весьма значимое влияние на нашу душевную жизнь и наши взаимоотношения с окружающими.
Второй уровень душевных свойств или предметно-содержательных свойств индивидуальности, в общем-то, наполняют такие характеристики, как различные типологические особенности личности. Значит, еще, так сказать, с древних времен на самом деле мыслители начали пытаться выделять какие-то типы людей и описывать их, да, и, в общем-то, до настоящего времени эта традиция жива. Некоторые из, так сказать, вот таких вот типологических разработок мы с вами обязательно рассмотрим. Также выделяется здесь подход к душевным свойствам с точки зрения так называемой теории черт личности. Это разные подходы, мы об этом тоже с вами поговорим, и поговорим о том, что они нам могут дать. Безусловно, есть целый раздел, посвященный характерологии, и в частности, вот то, что нам с вами тоже надо будет отметить и разобрать, это то, что касается акцентуации характера. Далее, как бы здесь есть такое свойство, как способности. Способности выделяют как бы общие, специальные, да, вот, и этот, так сказать, небольшой раздел также нам с вами надо будет очень кратко рассмотреть, поскольку в зависимости от наших особенностей, да, связанных со способностями, одаренностью там, и так далее, тоже, в общем-то, мы по-разному и относимся друг к другу, и общаемся по-разному, как правило. Ну и есть еще такие индивидуально-стилевые характеристики человека. Здесь я бы хотела, чтобы мы с вами рассмотрели в нашем курсе так называемые копинги, то есть стиль совладания с трудностями. Поскольку, в общем-то, это очень интересная такая индивидуальная характеристика, которая полезна и в плане самопознания, и в плане как бы понимания того, каким образом решает какие-то сложные ситуации в жизни вот тот или иной человек, с которым мы общаемся. Ну и, наконец, если говорить о третьем высшем уровне организации человеческой индивидуальности, ценностно-мировоззренческом, то здесь наука рассматривает различные особенности, связанные с идеалами, ценностями, ценностными иерархиями, направленностью личности, мотивацией, самосознанием, идентичностью, особенностями я-концепции и так далее. Надо подчеркнуть, что, в общем-то, не вызывает сомнения ни у религиозно мыслящих людей, ни у психологов, да, что действительно вот этот ценностно-мировоззренческий уровень является управляющим. То есть человек как бы что-то делает или что-то не делает именно потому, что у него такая-то иерархия ценностей, такое-то самосознание, такая-то идентичность, такие-то особенности я-концепция. И фактически вот этот уровень отвечает на вопрос, для чего или во имя кого живет данный человек. И если мы, так сказать, спустимся на второй и первый уровень, да, то тогда получается у нас, что второй уровень нам говорит о том, то есть вот эти вот предметно-содержательные характеристики или душевные свойства, они говорят о том, каким образом живет человек в обществе, то есть вот как он себя проявляет, какие у него манеры, какие у него привычки, какие у него особенности вот этого, так сказать, его характера, да. И, в общем-то, вот здесь проявляется вот этот момент, да. И если говорить о первом самом, так сказать, нижнем, вот таком телесном уровне, да, то, в общем-то, этот уровень прежде всего отвечает на вопрос, почему человек обладает такими свойствами. И здесь очень важно подчеркнуть устойчивость этих уровней, потому что во времени эти, так сказать, характеристики этих уровней, они обладают разной устойчивостью. С точки зрения вот этих телесных свойств, можно отметить то, что эти характеристики достаточно устойчивы и как бы инертны, их практически невозможно, трудно или травматично переделывать. Да, вот мы с вами знаем нынешние эксперименты, в основном характерные для западной культуры, с переделкой пола, например. Да, и вот, в общем-то, врачи, к сожалению, которые этим занимаются, да, они утаивают то, что это действительно невероятно травматично для организма, имеет огромное количество побочных, так сказать, свойств, побочных действий. И если говорить как раз вот о предметно-содержательных свойствах индивидуальности или душевных свойствах, да, то надо подчеркнуть, что они чувствительны к воздействиям среды, например, к воспитанию, к
к психокоррекции, к психотерапии. И вот как бы, когда человек хочет работать над собой, чаще всего это работа над своим характером, вот это как раз вот та сфера, над которой человек работает. Он работает над душевными свойствами или предметно-содержательными свойствами индивидуальности. Ну и, наконец, по вопросу устойчивости вот этих вот ценностно-мировоззренческих свойств действительно отмечается то, что им присуща такая изменчивость. То есть человек может поменять ценностную иерархию. Довольно часто это происходит в каких-то кризисных ситуациях. Довольно часто отмечается это врачами, которые наблюдают людей после состояния клинической смерти или каких-то тяжелых состояний, типа коматозных состояний. И, в общем-то, вот человек может почти полностью пересмотреть свою систему ценностей, и это вот как раз один из примеров такой вот максимально возможной динамичности вот этой вот ценностной сферы. Она, конечно, может быть достаточно устойчивой, она может быть, вот если она, так сказать, что называется, вросла в личность, да, она может быть действительно очень устойчивой и сопротивляющейся каким-либо предложением ее изменить. И, в общем-то, в истории христианства мы эти примеры тоже наблюдаем. Вот, в частности, в подвигах мучеников и новомучеников, которые ни за что, да, ни за какие блага земные не соглашались поменять свою систему ценностей, которая была, естественно, направлена у них на их религиозные убеждения, на их веру в Бога. Итак, значит, вот получается такая структура индивидуальности, состоящая из 3 уровней. Вот в данном случае все-таки мы будем с богословской точки зрения придерживаться именно трихотомического взгляда. И я бы хотела, чтобы мы с вами немного ознакомились вот с этой системой взглядов на индивидуальность, поскольку это действительно очень важно для того, чтобы мы с вами лучше могли ориентироваться в индивидуальных свойствах другого человека и, скажем, не делать некоторых ошибок. Давайте мы с вами, наверное, начнем с функциональной асимметрии. Вот поскольку это такое универсальное свойство, присущее, так сказать, всем людям, и вот оно имеет достаточно существенное влияние на наши психологические свойства. Значит, слово «функциональная асимметрия» связано с тем, что мы с вами как бы анатомически, да, имеем некоторые, так сказать, существенные черты двусторонней симметрии. Ну, например, у нас там 2 глаза, 2 уха, там 2 ноздри, 2 руки, 2 ноги. Но при всем том, в общем-то, у нас есть и одиночные, так сказать, органы, да, и, так сказать, внутри тела, да, и вовне, например, у нас одна голова. Но вот при всем том, что у нас есть как бы, да, 2 руки, 2 ноги, 2 уха, 2 глаза, тем не менее функционально они вот по своему вкладу в обеспечение нашей душевной жизни они отличаются. И именно поэтому психофизиологи, психологи, нейропсихологи в частности, да, они предложили вот такое понятие функциональная асимметрия для того, чтобы подчеркнуть то, что вот в частности правая и левая рука осуществляют разные функции в нашей целостной деятельности. Ну, например, когда человек там, не знаю, пилит доску или там забивает гвозди, да, или мать семейства варит какой-нибудь там суп, например, да, и так далее. В общем-то, 2 руки работают, но каждая из них выполняет свои функции. И действительно то, что в нейропсихологии называется вот таким немножко неуклюжим словом «рукость», а также там есть такие слова, как ногость, ухость, глазость и так далее. Вот эта вот рукость, она является действительно наиболее очевидным проявлением функциональной асимметрии. Но этот процесс, это свойство на самом деле гораздо глубже, потому что есть еще асимметрия по речи, есть асимметрия глаза, есть асимметрия ноги, которая очень, так сказать, важна для ряда спортивных каких-то, да, дисциплин, там, футбола, там, допустим, ну, там, и так далее, да, там, всевозможных прыжков там, в высоту, в длину.
И вот таким образом получается, что каждый человек обладает индивидуальным профилем функциональной асимметрии, из которых как бы наиболее часто встречающийся это именно вот такой вот правый профиль, правосторонний профиль. То есть речь идет о том, что вот все-таки большинство людей это праворуки, имеющие вот как бы правостороннее доминирование руки. И тем не менее есть и, так сказать, целая как бы такая популяция, да, людей, которых называют левшами. Их примерно 10-15%. И вот интересно то, что вот этот как бы левый профиль асимметрии, принадлежащий меньшинству людей, он связан с тем, что эти люди не только вот просто пользуются не правой рукой, а левой, в целом ряде важных функций, да, таких там, как, допустим, там, письмо, вот, работа с какими-то инструментами и так далее, да, но они обладают целым рядом психологических особенностей, которые тоже надо учитывать. И я думаю, что они значимы, эти психологические особенности, и в рамках воскресной школы, и в рамках школы, так сказать, общеобразовательной, и вообще, так сказать, в рамках общения с любым человеком. Дело в том, что левши как популяция вообще обладают некоторой такой вот как бы хрупкостью некоторой такой, да, вот тонкой чувствительностью. И нередко они сталкиваются вот с такими моментами неудобства всевозможных там орудий труда, каких-то там приспособлений домашних, да, вот, которые рассчитаны на правшей. И это происходит с самого их детства. И в результате они вот как бы чувствуют себя немножко вот как бы не своими, что ли, да, вот в этом мире. У них постоянно как бы вот происходит натыкание на какое-то напоминание о том, что вот мир создан для большинства, мир, так сказать, вещей, да, орудий всевозможных, да, создан для большинства. И вот это еще добавляет определенные такие оттенки в их индивидуальность. Нередко левши обладают очень интересными способностями, оригинальными способностями. Вот все эти моменты действительно надо, очень важно учитывать в процессе общения, да, с людьми разного возраста, которые, вот, как мы видим, являются левшами. Но вот кроме правшества, левшества, то есть доминантности по руке, действительно есть и доминантность уха, доминантность глаза, и нередко мы действительно видим то, что у человека как бы смешанный бывает профиль вот этой асимметрии, то есть, допустим, у него доминантная, допустим, там правая рука и левый глаз, например, да, а это связано с тем, что вот доминантность, да, скажем, вот, глаза, уха и так далее, связана с тем, что, в общем-то, сейчас широко известно, что у человека два полушария головного мозга, и эти два полушария, в общем-то, обладают существенной спецификой в сравнении друг с другом. И, в частности, вот есть такая, так сказать, анатомическая особенность, да, что если у человека, допустим, доминирует левый глаз, то левый глаз управляется в основном правым полушарием, а правый глаз, соответственно, левым. И правая рука управляется левым полушарием, которое, в общем-то, преимущественно связано с такими процессами переработки информации, которые задействуют логику, какое-то рассуждение, да, какую-то разнообразную речь, вот какие-то, так сказать, возможности планирования и так далее, да, и, в общем-то, вот это как раз то, что присуще большинству, в частности, вот таких вот праворуких людей. Значит, вот смешанный профиль асимметрии, когда у нас при, допустим, правшестве по руке доминирует там левый глаз, да, допустим, там левое ухо, и, так сказать, какие-то, так сказать, другие, да, вот виды доминирования, например, там, не знаю, правая нога, там, не знаю, толчковая вместо того, чтобы быть левой, левой быть толчковой и так далее, да, то есть вот здесь мы наблюдаем такое, так сказать, достаточно такое своеобразное сочетание, смесь различных особенностей, так сказать, характерных для правшей и левшей, и вот как бы психологически наиболее как бы прочным таким, да, является вот полный такой правый профиль асимметрии, когда правая рука, правый глаз, правое ухо доминирует.
И, в общем-то, с одной стороны, это как бы плюс, да, это хорошо, это устойчивость психологическая, это, так сказать, вот некоторая такая прочность, выносливость. Но все-таки как бы при смешанном профиле асимметрии и при левшестве мы наблюдаем несколько большую такую вот оригинальность, своеобразие такое вот в плане какой-то, может быть, одаренности, да, но при этом, конечно, вот побочный такой эффект, да, это вот как бы повышенная чувствительность, некоторая такая вот неустойчивость, ломкость и так далее, да. То есть вот эти моменты, безусловно, очень важно помнить, когда мы общаемся с людьми, которые обладают вот этими особенностями, связанными с левшеством. В частности, вот еще раз как бы я хочу подчеркнуть, что в настоящее время, в общем-то, во всем мире принята такая стратегия не переучивать левшей. Еще лет 20, 30, 40 назад, в общем-то, действительно очень выражено было желание, так сказать, переучить всех левшей на правшей, и это нередко заканчивалось достаточно плачевно, тяжело. Это могло приводить и к заиканию, и к каким-то страхам, и к невротизации, и к, так сказать, повышенной тревожности. То есть вот очень много побочных эффектов, так сказать, было. Значит, в настоящее время уже все-таки принята вот такая установка, что если человек в процессе своего развития, да, в детстве явным образом проявляет тенденцию к левшеству, то переучивать его не нужно. Да? Нужно, в общем-то, оставить его в покое и смириться с тем, что вот этот человек вырастет левшой. Возможно, он превратится в Леонардо да Винчи, мы не знаем. Вот очень краткий такой, так сказать, вот экскурс, да, в проблемы функциональной асимметрии. В том, что касается полового диморфизма и полового дипсихизма, я бы хотела здесь отметить некоторые такие моменты, которые, наверное, очень действительно важны для практики общения. Ну вот мы с вами знаем, что вопросы пола, они действительно стали достаточно актуальными еще там с конца XIX века, в течение всего XX века шла такая своеобразная борьба за права женщин в частности, да, и вот к концу XX века мы увидели даже, что вот начались какие-то попытки переделки пола, да, и сейчас, в общем-то, существуют, значит, предложения классифицировать вот эти вот половые морфизмы, да, и психизмы не по двум категориям, а по грамотному, так сказать, многообразию этих категорий. Ну и, в общем-то, вот, как вы понимаете, это противоречит тому, что нам говорит Священное Писание, что нам говорит вот, церковная традиция. И если вот давать какую-то полезную информацию, связанную с полом, то, наверное, важно упомянуть, скажем, две разработки в дифференциальной психологии, которые могут оказаться вот полезными для понимания вот этих, значит, характеристик. Одну из них, я думаю, что мы разберем на этом уроке очень кратко. Она заключается в следующем. На самом деле вот это представление о половом диморфизме и половом дипсихизме, оно пришло из эволюционной теории, из анатомии и физиологии, и связано с таким именем, как Виген Геодокян, такой очень авторитетный специалист по эволюции. И он показал вот это вот очень хороший аргумент против всех тех, кто пытается переделывать пол, экспериментировать с этим. Он показал, что буквально вот эволюция, так сказать, вот история, да, вот, развития животных видов, она пришла к вот этому половому диморфизму и, в общем-то, к тому, что имеется распределение роли между представителями мужского и женского пола и в животном мире, и в человеческом мире. И он показал, что в общем и целом, причем на огромном, так сказать, материале вот разных видов животных, и в том числе и на человеке, он показал, что в целом женский организм является как бы вот генетически золотым фондом вида.
И это связано, в частности, с тем, что как бы относительно невелик разброс признаков вот в случае рассмотрения самых разнообразных вот этих вот признаков и свойств, характерных для именно женских особей. Если же говорить о мужских особях, то здесь как раз достаточно широкий разброс. И Геодокен как раз говорит о том, что фактически мужской, так сказать, вот пол, да, это некоторая такая разведка вида, то есть приобретение каких-то свойств, которые встречаются редко и которые могут оказаться полезными, да, это вот как раз выражается в том, что очень широкий разброс вот этих признаков. И таким образом, в общем-то, действительно, вот биологически, эволюционно Геодокен подводит вот эту вот базу под понимание того, что вот это очень важная такая система баланса, да, баланса функций, которые распределены между мужским и женским полом. И вот такой аргумент, я думаю, может быть для кого-то из катехизаторов, да, или педагогов воскресных школ довольно значимым и важным. Я думаю, что на этом мы с вами наш урок приостановим. Мы продолжим эту тему на следующем уроке. В настоящий момент я с вами прощаюсь, благодарю за внимание, а теперь вопрос.